Здравствуйте, я Ольга, и вы на моем канале. Сняла для вас 15-й сеанс массажа спины, заключительный. Следующий курс ожидается через 3 месяца. На видео девочка 15 лет со сколиозом 2 степени. 2 дуги искривления. Если смотреть со спины, то правосторонний грудной и плюс левосторонний поясничный сколиоз. Ведущая дуга в грудном отделе 15 градусов по Кобу. Ранее была дуга 25 градусов, то есть она уменьшилась. Обратите внимание на фото предварительного осмотра. Девочка в корсете Шино, который носит 22 часа в сутки. Фото спины стоя и лежа. Также разницу в ногах. Левая, если смотреть со спины, короче правой. Так как угол Коба был 25 градусов, это 3-я стадия сколиоза, то девочке назначил врач ношение корсета Шино. Это и есть лечение сколиоза. Параллельно с ношением корсета должны быть упражнения реабилитационные и лечебный массаж 4 раза в год по 10 сеансов. Сначала я рекомендую начинать с 15 сеансов, потому что на адаптацию тела нужно больше времени, и дальше уже остальные курсы можно проводить по 10 сеансов. Девочка ко мне пришла 1 раз. До этого они ходили 1 раз только на курс массажа, им не понравилось, потому что девочка, я так понимаю, работала стандартно, как и со всеми, не учитывая именно сколиоз. И упражнения они делали такие, какие находили в интернете. Понятно, что это абсолютно не то, и обязательно нужно работать со специалистом. Мы с ней начали работать с упражнениями, посмотрим, как будет дальше. Постепенно я их вводила, и проводили мы их параллельно с массажем. Она приходила ко мне на индивидуальные занятия и дальше выполняла домашние задания дома. И вот упражнения – это навсегда, массажи – это навсегда. И ношение корсета будет зависеть от того, как быстро будет закостеневать скелет. То есть, в принципе, по идее, это должен быть последний корсет, потому что где-то в 16 лет уже рост позвоночника заканчивается активный, и врач уже дальше посмотрит и скажет, что дальше. У меня на канале есть еще видео по сколиозу, то есть я выполняла массаж мальчику помладше, тоже подобная картина, только поменьше сколиоз, поменьше дуга. И я там больше по спине показывала, не показывала поясничный отдел подробно и шейный отдел. Если кому-то будет интересно, я оставлю ссылку. У этой девочки более выраженная картина. На правой стороне грудного отдела мышцы сильнее, они очень напряжены, и поэтому такого плана массаж я показывала в одном из своих видео на примере мальчика помладше. Кому будет интересно, я оставлю ссылку. У этой девочки на правой стороне, так как и у меня на канале есть еще видео по массажу при сколиозе на примере мальчика, младше по возрасту, и картина была менее выражена. Кому будет интересно, я оставлю ссылку на это видео. Теперь расскажу вам по мышцам. По правой стороне грудного отдела у этой девочки мышцы сильнее, они очень напряжены, так как натянутые дугой искривления. И на этой стороне я применяю более сильные и глубокие приемы. И по количеству раз их тоже больше. На левой стороне грудного отдела мышцы сокращены и более слабые. Их нужно растянуть более мягким воздействием. Соответственно, то же самое и с поясничным отделом, только наоборот.
По правой стороне более мягкие приемы, по левой стороне, где есть дуга искривления, но она выражена там совсем незначительно, там первая стадия, если я не ошибаюсь, 5 градусов. Но все же это очень важно, так как работать мы должны S-образно, как английская буква S, то есть правая сторона грудного и левая сторона поясничного работаются в одинаковом режиме, и, соответственно, наоборот, наискосок левая грудной и правая поясничный работается в мягком растягивающем режиме. Из-за долгого ношения корсета, это очень много по времени, но по-другому нельзя, потому что именно корсет в данном случае является самым главным лечением. Из-за этого очень сильно пострадали мышцы. Когда мы начинали работать, был болезненно весь позвоночник, боль в мышцах отражалась на позвоночнике, то есть болел позвоночник. Совсем было мягкое, незначительное воздействие поначалу, я по нарастающей добавляла силы воздействия глубины. Девочки была абсолютно нерабочая спина, мышцы были очень разбалансированы, кровоток у них очень сильно нарушен, поэтому она стала страдать болями. И вот постепенно мы эту картину всю сгладили. И больше всего потом у нее сакцентировалось внимание на плечах, то есть больше всего ее беспокоило потом уже это левое плечо. Вот у нее как раз и перекос между двумя плечиками. И там в глубине было очень сильное напряжение, глубинные мышцы, но правая сторона тоже была болезненна, но не настолько, как левая. И вот эта болезненность, она сохранялась очень долго, в принципе, до конца практически. Вот когда мы добавили уже упражнения, уже постепенно эта боль стала уходить, и осталась незначительная тянущий такой дискомфорт, даже не боль, как она говорила, когда она вот долго сидит за учебой. А так, в принципе, состояние в мышцах мы стабилизировали, и если она придет, если родители такие придут еще остальные курсы, то состояние мышц тогда стабилизируется более-менее на таком нейтральном уровне. Прорабатываю хорошо поясничный отдел, вначале по отдельности правую и левую сторону, а потом соединяю их именно наискосок, соединяю правую левую и левую правую поясничную. И в конце сделаю растягивание. Приемы могут быть различные. Вы выбираете под себя, если кому-то из специалистов это интересно. Главное учитывать это воздействие на разные зоны, да? Не делать одинаково ни в коем случае. И нужно чувствовать, конечно, руками вот эту разницу. Горб, который есть, и на правой стороне это очень хорошо чувствуется. И в принципе даже небольшой угол искривления по левой стороне поясничного, но глубинные мышцы тоже очень сильно напряжены. Хочу еще вам рассказать на примере этого случая. Кроме массажа, вот этого курса массажа, который является, в принципе, вспомогательным средством для того, чтобы мышцы могли функционировать нормально, для того, чтобы нормальное питание тканям и хрящам было, потому что наслаивается на сколиоз, наслаивается остеохондроз, потому что идет прокрут позвонков торсия, да, и из-за вот этого дисбаланса в мышцах и особенно из-за долгого ношения корсета, очень плохо мышцы прокачивают через себя кровь и не доносят необходимое питание к хрящам. И в дальнейшем это может привести к развитию остеохондроза. Поэтому массаж очень важная поддерживающая процедура, но очень важно также это выполнение упражнений, в идеале каждый день определенных упражнений и коррекционных где-то раза 3 в неделю.
И нужно уделять, вот, начиная там, с получаса до часа, то есть из 24 часов у нее есть 2 часа свободных, да, с которых 1 час можно и нужно использовать на выполнение ЛФК. Ну, назовем это ЛФК. Я сейчас называю это реабилитационные упражнения, потому что работать нужно полностью со всем телом, от кончиков пальцев до макушки, потому что очень сильно спазмирована грудная клетка, то есть нерабочая диафрагма, она спазмирована, нерабочий таз зажатый. Это все взаимосвязано с дыханием. Нужно наладить правильный паттерн дыхания. В дальнейшем это проработать глубинные связки, глубинные мышцы таза, грудной клетки, поработать с шеей точечно, поработать с ногами, со стопами, с головой, еще больше шеи, с руками, на растягивание грудных мышц, потому что грудные мышцы в спазме находятся также. В общем, работа комплексная, она занимает много времени. То есть это не то, что мы вот поработали там курс максимум, там даже пусть возьмем месяц, и на этом все. Нет, упражнения должны быть всегда, потому что до стабилизации они особенно важны. После того, как позвоночник уже останется в таком стабильном состоянии, нужны будут постоянные поддерживающие упражнения, потому что полностью сколиоз не исправится. То есть вот доведется до какого-то оптимального уровня, чтобы дальше прогрессирование не шло процесса. И этот уровень нужно поддерживать. Даже со временем, может быть, еще можно будет свести к минимуму. Но это работа кропотливая, это работа ежедневная, это работа связана с участием непосредственно родителей. Конкретно на примере этой девочки родители очень много уделили внимания корсету, то есть они обратились к доктору, молодцы, все сделали как надо, но дальше подошли к этому, ну, как по моему мнению, бездумно немножко, не понимая, не хотя понимать, не знаю, то есть учитывая различные их обстоятельства, пока с упражнением непонятно, как у нас дальше будет, потому что девочка отличница, девочка учится очень хорошо и уделяет внимание учебе, очень много времени, и это отражается на упражнениях, то есть времени на упражнения у нее не остается. Это, ну вот, так посчитали нужным делать родители. Я с этим не согласна, но это ответственность родителей, потому что дальше будет намного сложнее добиться того результата, который нужен, и застывшие суставы — это не есть хорошо, потому что если с ними не работать, будем потом работать уже над последствиями, к чему это приведет. Я надеюсь, что родители все-таки обдумают этот момент и придут к тому, чтобы возобновить ЛФК. То есть пока я дала некоторую базу, начальная, даже это не база, это начальные упражнения, начало работы с тазом, с дыханием, шея, а также немножко на раскрытие грудной клетки. И на этом мы пока остановились. По обстоятельствам семейным родители сказали, что не могут продолжать в дальнейшем проводить эти сеансы. Посмотрим. Возможно, возобновится это все к следующему курсу. Поэтому я такую информацию даю для того, чтобы родители понимали, что это очень серьезно, от этого страдают внутренние органы, от этого страдает мозг. В общем, это серьезное заболевание, к которому нужно подходить комплексно и со всей ответственностью работать с ребенком вместе, помогать, поддерживать, и тогда будет хороший результат, потому что здесь нужна и психологическая поддержка, нужно хорошее питание, нужно обязательно чередование нагрузок и отдыха, а в ее случае отдых — это занятие упражнениями, и тогда все будет хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы
по данной проблеме, или, может быть, вы сталкивались с таким, может быть, у вас ребенок страдает такой проблемой. Пишите в комментариях под видео, я постараюсь помочь, чем смогу. И если это видео было полезным для вас, то поставьте обязательно лайк, не забудьте подписаться на канал и берегите себя, будьте здоровы, до встречи в следующих видео.